Всем привет, добро пожаловать ко мне на канал, меня зовут Виктория. И сегодня у нас такой план видео. Сначала я вам расскажу вот об этом аромате, это The Beach, молекула 19 от Zarka Parfum. Я уже его поносила, он вот сразу такой приходит без слюды, поэтому не выдержала, открыла и поносила. Кстати, ароматы оба, вот этот вот загадочный и вот этот вот заказанный на рандеву, это новинки 2024 года, они уже там есть, они по очень хорошей цене, с моим промокодом еще минус 10%. Конечно, я обожаю рандеву, там еще есть, естественно, сэмплы, по-моему, есть от Леванты, ну, надо уточнять про от Леванты, есть ли они уже в наличии, то есть можно заказать, попробовать. Я сделала именно вслепую, потому что была уверена, что ароматы мне понравятся. И забегая вперед, скажу, да, вот этот, ну просто идеально. Я не знаю, как назову это видео, могла бы называть «Сбылась моя парфюмерная мечта». Аромат, который я себе представляла, он вот здесь вот и оказался. Блин, такое бывает просто очень редко. Когда ты хочешь что-то такое супер особенное, а я хотела аромат вот с таким кокосом, как в кокосовом масле. И я думаю, ну, причем мне хотелось, чтобы он дорого звучал. Часто кокос звучит как-то по-детски или кондитерски, а мне хотелось вот именно вот этот аспект. У меня еще дорогое кокосовое масло, Sunbart, по-моему, если я не путаю, бренд называется. И я думала, ну это какая-то, наверное, такая моя мечта, что вряд ли я это смогу найти. Я перерыла кучу отзывов, и вот этот, ну он был как будто бы по описанию похож на то, что я хочу, но я не уверена была. У меня, конечно, был там зазор, да, я думала, вот хочу, чтобы кокос был похожий, но понимаю, что в аромате будет, конечно, еще что-то, другие ноты. И мне интересно, как это сделал бы именно нишевый бренд. И вот он сделал. Сейчас расскажу об этом аромате. Но у нас будет еще вот этот загадочный аромат. Те, наверное, у кого есть что-то от этого бренда, вы уже понимаете, что там внутри, какой бренд. Но по порядку. И вот с этим ароматом мы его распакуем, брызнем на себя, а потом пойдем погуляем. И я вам расскажу, как аромат раскрывается в жаре, потому что сейчас здесь вот у меня в комнате где-то плюс 25 градусов, потому что кондиционер охладил ее уже. Вот. Но я обязательно вам расскажу, как он открывается при плюс 30. И покажу немножечко город, в котором я живу. Мне нравится, что, конечно, нет никакой слюды. Это очень с заботой об экологии. У меня первый полноразмерный флакон от Zarka Parfum. Мне нравится, конечно же, 9-я молекула, 7-я, но на полный флакон я решилась впервые и еще и вслепую. Это просто какое-то безумие. Расскажу вам. Кокос. Здесь заявлен в верхних нотах, здесь заявлен в средних нотах, и в базе здесь дерево, мускус, ваниль. И аромат стартует, знаете, немножечко таким, почему-то сразу же мускусом. Вот я узнаю здесь ноту, причем амброксана. Это чувствуется. Но потом аромат усаживается и выходит на передний план кокос и дерево, причем как-то одновременно. И вот это самое классное, что я искала, потому что вот тот кокос в масле кокосовом именно древесный оттенок имеет. То есть тут не так, чтобы сначала вот кокос звучал, а потом дерево. Нет. Он сразу же такой, и потом он становится такой округлый. Да, я чувствую свежий аспект амброксана, именно тут свежесть амброксана. И дальше аромат становится даже немножечко зеленый, как будто бы какой-то лист инжира. Но его тут не заявлено, но вот я чувствую какую-то такую свежесть, зелень, но тут правда есть такой сладкий аспект кокоса, который мне нравится. Я
Не люблю ароматы, в которых вообще нет сладости. На моей коже они как-то начинают одеколонить, как-то некрасиво на мне звучат. Поэтому мне надо, чтобы хотя бы чуть-чуть, лучше даже такой вот, как здесь, натуральной сладости. Да, это чувствуется, что это не какие-то конфетки, не кондитерская кокосовость, а именно вот натурального кокоса сладость. Это очень круто, это звучит очень дорого, это свежий аромат. Он, конечно, идеально звучит вот сейчас при плюс 25 градусах, даже может у нас чуть-чуть тут поменьше. Я думаю, что он будет хорошо звучать на горячей коже, он будет и в мороз звучать хорошо, но вот в жару я нанесла на мужа, ему, кстати, тоже аромат очень понравился, причем не только как на мне звучит, а еще и как на нем. То есть это стопроцентный унисекс, потому что нет тут вот этой вот кондитерской сладости, которая делает все-таки кокос, если вот он прям такой явный, сладкий, не очень естественным, натуральным, синтетическим делает. А тут нет этого. Здесь именно такая натуральность. И поэтому его вообще спокойно я представляю на мужчине. Так, вернемся к горячей коже. Она с моего мужа, точнее, этот аромат с моего мужа слетел, это жара, надо учитывать, это высокая влажность, это где-то за 30 вчера было, но он слетел за него, наверное, за час. То есть он чувствовался вот еще, когда подносишь к месту нанесения нос, но, к сожалению, вот такого шлейфа, даже легкого, уже нет. Но я думаю, что я думаю, что в холод он на нем будет просто идеально звучать. Вот, мне кажется, не знаю, как на моей холодной коже он будет звучать в холод, но вообще аромат, конечно, универсальный. Это не тот кокос, который нельзя надеть в офис. Это именно тот кокос, который можно надеть везде, всегда. Это аромат, вот та самая тихая роскошь. В общем, я его нахвалила, но опять же, друзья, я искала именно такой кокос, и я его нашла, я, конечно, в безумном восторге, что я напридумывала, а кто-то, оказывается, это уже создал. Причем все мы это сделали вместе с брендом в один и тот же год. Мне не пришлось долго ждать и искать этот аромат. Он, кстати, заявлен как кокосовый и древесный, на втором месте древесный, но я бы поменяла. Мне кажется, что он даже больше древесный. Или кокосовый. Не знаю, одновременно, я же говорю, для меня это одновременно все проявляется. И если вы вдруг, как и я, захотите заказать вслепую и начните лучше все-таки с сэмпла, но расскажу, вот тут пишут, что аромат, например, похож, тут есть как будто бы мускус, как в кирке. Я понимаю, что человек имеет в виду, который это писал, но нет. Я скорее чувствую тут амброксан. Но вот из-за сочетания с фруктовостью, да, с вот этой с кокосовостью, может такое быть, да, но так как у меня кирки есть, я его ношу, особенно в жару люблю, нет, для меня все-таки это не кирки. Говорят, что есть аспект из Sunny Side Up, вот это вот древесность сухая. Вот здесь скорее соглашусь. Немножко вот этой древесности есть, но в Sunny Side Up тоже ведь есть кокос. Только там он довольно яркий. Этот сандал, он прям вот очень-очень сухой, вплоть до вот у меня в какой-то момент какая-то ветивер какой-то в нем читался. Тут такого нет. Тут все-таки есть небольшой аспект. Аромат вообще вот именно он сделан тонами. Здесь нет никакого такого яркого пятна. Это его большой плюс. Вот, друзья. Вроде остальное, даже не знаю, Vanilla Vibes тоже не похож, кто-то спрашивал. Все, что здесь заявлено, вот эти вот ароматы. На сам Зарко парфюм L, но зеленые ноты, да, пересекается. Мускус такой амброксановый. Какое-то пересечение, наверное, есть. Что ж, загадочный аромат. Давайте же его распакуем. Сразу скажу, это тоже новиночка 2024 года. Это Quattro Pizze от Casa Marati, от Ксерджов. Я очень хотела этот аромат, опять же, из-за кокоса, но тут я не жду именно такого кокоса, как в кокосовом масле. Тут
Я понимаю, что, скорее всего, это будет аспект. Аромат, скорее всего, будет сладкий. Я уже открыла здесь его пирамиду. Давайте же быстрее. Кстати, напишите мне, что вы думаете, когда у меня в видео появляются коты, потому что, ну, в основном я вижу, что вам тоже интересно, вам нравится это, но есть комментарии, что там человек пишет, что он пытался меня слушать, почему-то не смотреть, но вот не смог из-за моей любви к котам. Кто-то пишет, что он не подписывался смотреть «В мире животных», а кто-то... Ну, что-то какая-то вот такая критика есть. Но мне бы, конечно, хотелось с вами делиться, потому что, я думаю, вы тоже уже втянулись, да, в эту историю про котов, про наших, друзья. Очень, конечно, красивый флакончик. Очень красивый флакончик с таким перламутром, слегка розовым. Я нанесу сразу на себя. Просто потому, что я практически на 100% уверена, и надеюсь. Аромат тоже я заказала вслепую. Это 30 мл. Он по хорошей цене. С промокодом моим цена становится еще лучше. Так. Вот честно говоря, я себе не так его представляла. Точнее, я вообще никак не могла его представить, потому что отзывы очень разные. Это действительно очень сложно описать. Я сейчас почему-то чувствую флёр де оранж, но это тубероза. Ого, есть такой оттенок, я даже не знаю, до ванны это дает. Такой оттенок, чем-то пересекающийся с синтрой. Вот этот зеленый оттенок. Но это не синтра, это совсем не синтра. Там такой густой, жирно-белоцветочный, зеленый верх у аромата. Здесь нет. Здесь просто оттенком. И как будто, почему я подумала про флёр де оранж, либо нероли, потому что как будто в аромате есть какая-то вот мыльная чистота. Даже не знаю, мне кажется, никто такой не описывал. Опять же, да, будем учитывать, что я сразу тестирую на себе этот аромат. На блотере он может звучать как-то по-другому. Так. Нет, вот теперь я понимаю, что тубероза появляется. Но этот оттенок все равно... Это, наверное, даванна. Даванна такой ингредиент довольно-таки многогранный, то есть он в одном аромате вообще может звучать даже клубничным аспектом, в другом зеленым аспектом. Чувствую такой оттенок рома, я его чувствую как изюм. Есть, но именно оттенком. Вообще этот аромат тоже сделан оттенками. Да. Здесь нет какой-то одной такого яркого одного мазка, да, на картине этого аромата. Аромат импрессионистов, да, там, когда картина, она сделана из эмоций, из впечатлений художника, она не отражает конкретно, очень точно объект. Для меня этот аромат вполне, вот по крайней мере, мне сейчас кажется, что он вполне подойдет на эту погоду. Давайте скажем про него какие-то вещи точно, потому что я вам говорю, описать этот аромат, допустим, даже как вот этот, да, чтобы человек себе представил, чем это пахнет, очень тяжело. Потому что тут оттенки, и вот из этих оттенков какая-то картина складывается, и вот, ну, вы попробуйте это описать так, чтобы человек увидел прям точно, да, что там нарисовано. Невозможно. Вообще никак. То есть ты примерно будешь представлять цветовую гамму. Типа это в пастельных тонах, или это что-то очень яркое, броское. Сейчас мы с вами пойдем гулять и придем к выводу все-таки хотя бы в общих чертах, что это за аромат. Но он мне однозначно нравится, он интересен. Интересно, как он сейчас на жаре себя поведет. Поэтому давайте мы его нанесем и пойдем с вами погуляем.
Так. Давайте еще так вот. Но звучит однозначно необычно. Вот не то, что встречается на каждом шагу. Я не думаю, что это аромат такой, знаете, универсальный и подойдет всем. У него характер. У него есть свой характер. Пойдемте погуляем. Сейчас вам покажу, как у меня тут котик спит. У Розы сон час. И Роза обычно так спит, что его вообще ничего не способно разбудить. Абсолютно ничего не способно разбудить этого котика, если он решил уже спать. Тетя моя бусинка сладкая. Малыш мой. Мы сейчас находимся с вами в парке. И вот если мы вон там перейдем дорогу, вон там, просто перейдем дорогу, мы уже окажемся в другом городе. Представляете, как интересно? А здесь на самом деле сегодня довольно-таки хорошая погода, потому что есть облачка, солнце не жарит. И что касается аромата, он где-то на мне уже час. Мне больше нравится, как он открывается вот в такую теплую, даже жаркую погоду. Еще надо учесть, что влажность высокая. Я не чувствую тут кокоса вот прям вот так вот конкретно. Как я сказала, аромат создан такими мазками, никаких ярких здесь нет оттенков на себя перетягивающих, но однозначно чувствуется его белоцветочность. И этого нет на фрагрантике, этого сравнения, но мне немного напоминает Элиан, именно в парфюмерной воде. И тут тубероза какая-то более такая жасминовая, что ли. Вот. Ну, в общем, еще погуляем, но мне кажется, что чего-то прям кардинально другого я в аромате не услышу. Вы видели, обильно им полилась. Мне нравится, но говорю, вот в эту погоду про холод пока у меня есть сомнения. Но и также, раз на мне открывается в жару, значит, на горячей коже, скорее всего, аромат тоже будет открываться. Не хочу надевать очки, но я уже начинаю морщиться. Вылезло солнце. Давайте мы погуляем и сейчас... покажу вам. Вон там, вон, смотрите, вон там. Прям, считайте, через парк, потому что я живу вот в той стороне. Вон там мы живем. Вон там. А вот здесь вот прямо рядом есть университет. Но, к сожалению, это университет политехнический, а я как-то таким наукам не тяготею. Но все равно приятно. Мы живем в городе, где много студентов, преподавателей. Все равно очень-очень приятно. Друзья, сейчас я вам покажу летнюю достопримечательность нашего городка. И это знаете что? Это, конечно, бассейн. Он работает только с середины июня по середину сентября, потому что это считается лето в Испании. Начинается оно с середины июня. Вот там вот. Друзья, ну, собственно говоря, вот бассейн, видите, народу уже, конечно, очень много. На улицах почти никого нет, потому что, мне кажется, весь город, все, кто остался в городе и куда-то решил выйти, они именно тут. Пойдем? Наша центральная площадь. Самая центральная этого городка. Ну вот, в центре центральной площади стоят детские площадки. Точнее, одна площадка детская. Такая вот. А вон там вот эта надпись «Сима Ривелс». Это неправда, никакого кино там нет. А вот эта вот улица, вот эта вот улица мне очень нравится. И именно на этой улице мы сейчас закончим с вами обзор аромата, и я вынесу свой вердикт. Мой вердикт. Сейчас аромат на мне сидит прекрасно. Он периодически шлейфит, но мне он больше напоминает Элиан от Mugler. Я почти не слышу тут кокоса. Для меня это скорее жасмин, чем тубероза. Очень приятный аромат, он немножко кремовый, есть в нем какая-то уходовость, но надо быть осторожным с этим ароматом тем, кто не любит белые цветы, не любит туберозу, с опаской относится к жасмину. Все-таки аромат однозначно белоцветочный. Вот так вот, если в общем подытожить, то это белые цветы. Кокоса здесь я практически не слышу, но в каком-то конфетном аспекте, возможно, сладком. Аромат не про кокос однозначно. Мне нравится, вот особенно сейчас, особенно на вот это время года,
Мне кажется, что в тепло тоже хорошо, в холод пока не знаю, не буду ничего говорить, да, не будем говорить, что точно в холод нет, потому что ароматы надо носить, надо пробовать. Я рекомендую вам этот аромат потестить. Он интересный, он на 100% все-таки не похож ни на один аромат. Однозначно любителям белых цветов к тестированию. Все, друзья, спасибо, что вы были со мной, немножечко прогулялись. Я всех целую, обнимаю и всем пока-пока.